Среди многих рождественских и новогодних традиций в Греции есть одна, которую можно, во-первых, называть самой странной, а во-вторых, ее даже не каждый грек знает. Раз в год на центральных площадях Афин и Салоник устанавливают пьедестал регулировщика, который в народе называется бочка. Устанавливают, чтобы торжественно вручить подарки стоящему там работнику дорожной полиции, удостоенному такой особой чести. Пьедестал регулировщика, спросите вы, и сразу в голове рисуется черно-белая фотография, человек на возвышенности, в черном длинном пальто и фуражке. В наши дни все реже и реже можно встретить настоящих регулировщиков. Их поднятые руки с жезлом завораживают, потому что мы толком и не помним из наших уроков по вождению смысл того или иного жеста. Но все же регулировщики в основном стоят на дорогах, рядом с машинами. Их работа всегда временная, на случай, когда не справляются светофоры или в каких-то экстренных обстоятельствах. Однако, как мы знаем, светофоры существовали не всегда. Давайте перенесемся в 30-е годы 20 века. Когда в Афинах и Салониках было уже достаточно много автомобилей, частично была налажена инфраструктура, но хаотичное движение на дорогах с каждым днем становилось опаснее. Вот тогда-то появилась такая важная на тот момент профессия, как регулировщик дорожного движения. Отсутствие светофоров, неопытность водителей и бесконечный поток беженцев с Малой Азии создавал хаос на дорогах. Это приводило к пробкам, заторам и несчастным случаям. Работать в таких условиях регулировщиком было очень сложно. И вот однажды, в 1936 году, их геройский труд был оценен самим греческим королем. В канун Нового года Георг II, проезжая центр Афин, неожиданно остановился и преподнес стоящему там регулировщику новогодние подарки – вино и сладости. Эти подарки он оставил прямо под подиумом. А затем греческий король направился к перекрестку проспектов Панепистимио и Василия Софиас, где та же сцена повторилась с инспектором дорожного движения. Пресса того времени высоко оценила жест короля. Такой дружественный греческому народу порыв короля. И с тех пор граждане Афин начали подражать его действиям, предлагая инспекторам дорожного движения подарки в знак признательности за их услугу. И если начался этот обычай с вина, индеек и рождественских сладостей, то в конце Второй мировой войны среди подарков были ткани, мозаика, плитка, мрамор, купоны на скидку в мясном магазине, даже электрические приборы и водонагреватели. И, конечно же, многие из подарков были не только непосредственно работникам, а также предназначались для их семей, жен, детей. Можно было видеть детские велосипеды, игрушки и так далее. Шли годы, и новогодние подарки работникам дорожного движения становились обычным явлением. Но теперь их раздавали не только обычные граждане, а еще и политические партии, какие-то компании, коммерсанты, артисты, целые корпорации. В какой-то момент возле каждой дорожной бочки регулировщика можно было увидеть логотипы компаний, политические лозунги. Но постепенно светофоры вытеснили регулировщиков с их обычаями и их бочкообразным пьедесталом. Однако традиции помнят и чтят, а их необычность сделает их еще более интересными и запоминающимися. Мое поколение, конечно, уже греков уже не помнит такие традиции, но вот родители моего мужа, например, еще прекрасно помнят эти дни. На сегодня у меня все.
берегите себя и подпишитесь, пожалуйста, на канал Эврика News, если вам понравилось это видео. Всем пока!